Какие встречаются ошибки? Самая распространенная ошибка, которая появляется у молодых саксофонистов, это поднятие плечей. Поднимать плечи ни в коем случае не нужно. Запомните, что вы можете брать дыхание, в принципе, куда угодно, но главное, чтобы у вас при этом не поднимались плечи и тем более не напрягались плечи. Самая большая ошибка, которая встречается практически повсеместно, можно ее так назвать, это статическое напряжение. Очень многие преподаватели, если взять цикл дыхания, уделяют внимание только процессу вдоха и совершенно не объясняют ученикам, как же происходит процесс выдоха. То есть они говорят: возьмите дыхание, почувствуй опору, дыхание в живот. В итоге музыкант берет дыхание в живот, а дальше он не знает, что с ним делать. И он начинает напрягаться, а что с ним делать, непонятно. И таким образом создается статическое напряжение, напряжение мышц, которые не работают. То есть мышцы напряжены, а работу они не производят. После этого появляется зажатый звук, зажатый амбушюр, зажатые плечи, зажатые руки, зажатое все. Нужно всегда помнить о том, что любая работа мышц должна быть направленной. Если мы взяли глубокий вдох, то у нас должен быть такой же интенсивный выдох. И выдох должен быть направлен вовне, и производиться он должен свободно и легко. При этом не должно быть чрезмерного напряжения мышц, я бы даже сказал, вообще не должно быть никакого напряжения мышц, кроме того, что нам необходимо. А необходимо нам направленное действие. Это когда мы берем дыхание и как бы выталкиваем воздух наружу. Для чего нам это нужно? Чтобы воздух попал через трость мундштук в саксофон, а в дальнейшем он вылетел вдаль и долетел до адресата, до нашей публики, да, в зал. Вот таким примерно образом происходит выдыхательная работа мышц. Вот я сейчас балансирую, и в принципе я нахожусь в целом вообще без всякого напряжения, и дышу я без всякого напряжения, и выдох происходит легко и без напряжения. И третья, наиболее распространенная ошибка — это использование одного и того же типа дыхания для разного характера музыки. Смотрите, если у вас кантилена, медленная, красивая мелодия, она плавная и спокойная, то и дыхание должно быть плавное и спокойное. Причем оно должно быть плавное во всех своих фазах, как в фазе вдоха, так и в фазе выдоха. Очень часто я замечаю, что саксофонисты бывают вот так вот дышат, а потом начинают играть что-то кантиленное. То есть совершенно непонятно. Ну вот, например, вот так. И так далее. Обратите, пожалуйста, внимание, как я дышу в этой пьесе. Да? То есть у меня спокойный вдох и спокойный выдох, потому что эта музыка спокойная. И еще здесь нужно также обратить внимание на те мышцы, которые работают. Например, вот в этой музыке, да, работают не только нижние мышцы, да, мышцы пресса, да, или брюшной полости. К кантилене подключаются также и межреберные мышцы. Они отвечают за легкость и полетность музыки. Именно поэтому у девушек или женщин кантилена и красивые мелодии получаются лучше, чем у представителей мужского пола. А вот если вам нужно сыграть какое-то технически сложное произведение, то тогда вы и задействуете другие типы дыхания. То есть, если у вас активная, быстрая музыка, тогда вы, кстати говоря, и вдох у вас должен быть активный, и мышцы работают другие. То есть, здесь более нижнее дыхание. Вот здесь действительно у меня напряжение есть, да, и активный выдох. Подходите к вопросу
Дыхание творческие. И смотрите, что конкретно хочет автор, о чем конкретно говорит нам произведение. После того, как у вас стабилизировалась позиция амбушюра на эске, вы можете вставить эску в саксофон и приступить к исполнению длинных звуков. Длинные звуки — это основа, потому что когда мы играем длинные звуки, мы знакомимся с инструментом. Каждый звук обладает своим неповторимым темпом, своей неповторимой краской. Начинать длинные ноты следует с каких-то простых. Начните со среднего регистра, например, до второй октавы. Играйте длинные звуки на нюанс меццо-форте или форте. Берем дыхание, атака на слог тю, дуем на слог фю. Вдох. Следующий звук. Вдох. И следите за тем, чтобы у вас звук был красивый и ровный. Ну, точно так же, как это было и на эске. Дальше вы можете расширять диапазон, идти вниз, потом вверх, так, как вы захотите. Продолжительность одного звука, какая она может быть? Чем дольше, тем лучше. Я могу тянуть один звук порядка 45 секунд. Ну, начните, пожалуйста, хотя бы с 10, 15, 20 секунд. Это будет уже очень хорошо. А на этом наш урок окончен. Я желаю вам всегда хороших тростей и успешных занятий.